Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня рассмотрим интересный терморегулятор TC-TE81B Wi-Fi от компании Telog. Его можно использовать как программируемый терморегулятор без подключения к интернету, а также им можно управлять через интернет и использовать в составе умного дома. Этот терморегулятор имеет такой приятный черный дизайн, большой сенсорный экран с большими оранжевыми цифрами и значками. Дисплей съемный, что удобно при ремонте помещений. Терморегулятор применяется для регулирования температуры помещения с помощью теплых полов и другого нагревательного оборудования. Ссылку на магазин, где я заказал терморегулятор, я оставил в описании. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. В ролике я рассмотрю, как установить и подключить терморегулятор, как настроить его в автоматическом и ручном режиме, а также покажу, как управлять им дистанционно через интернет с помощью телефона и голосом. Давайте разберем особенности подключения данного терморегулятора. Провода фиксируются винтовыми зажимами. Первым двум клеммам подключается теплый пол. К третьей клемме подключается 0. Четвертой фаза. Правильности подключения фазы и нуля нужно уделить особое внимание. Иначе будет прерываться 0 и теплый пол будет постоянно находиться под фазой. К отдельным двум клеммам подключается внешний датчик температуры. Датчик со шнуром 3 метра входит в комплект, но подойдет и другой датчик на 10 кОм, если он уже подведен к месту установки. Все клеммы должны быть хорошо зажаты. Еще раз проверьте правильное подключение проводов. Неправильное подключение может привести к выходу из строя терморегулятора. Устанавливается данный терморегулятор легко. Тянем дисплей вверх, и он снимается. Мы можем вынуть этот разъем и убрать дисплей на время ремонта. Тут находятся два отверстия, чтобы закрепить терморегулятор саморезами к подрозетнику. Первый и второй. Собирается терморегулятор в обратной последовательности. Ставим на место разъем. Ставим дисплей обратно на фиксирующую пластину. Смотрим, чтобы все фиксаторы установочной пластины стали на место. Потом опускаем дисплей вниз. Терморегулятор собран. Подрозетники терморегулятор занимает 2,5 см и подводящие провода подрозетники легко умещаются. Терморегулятор имеет большой черный экран с 5 сенсорными кнопками. На экране отображается информация большими оранжевыми цифрами и значками, что выглядит довольно эффектно. Информация хорошо видна, если на экран смотришь прямо или сверху, практически под любым углом. Экран большой, размером 8,5 на 8,5 см, поэтому он не подходит для встраивания в блоки с другими розетками. Стандартные рамки обычно 8 на 8 см. Его следует ставить обособленно. На экране есть дополнительная защитная пленка, которую можно снять сразу после ремонта. Снизу находится встроенный датчик температуры окружающего воздуха, который подключен по умолчанию. Если вы планируете использовать терморегулятор для управления теплым полом, то в настройках этот датчик нужно сменить на внешний. Как это сделать, я объясню позже. Данный терморегулятор может коммутировать активную нагрузку до 3,5 кВт, регулировать температуру от 5 до 45 градусов.
Есть возможность повысить верхний уровень регулировки до 90 градусов. Температура помещения для установки терморегулятора должна быть в пределах от -5 до 50 градусов. Следует избегать для установки терморегулятора влажных помещений и мест, где возможно попадание брызг воды на терморегулятор. Все настройки запоминаются в энергонезависимой памяти прибора. Данной кнопкой можно переключать режимы работы терморегулятора. Вот сейчас находятся часики, это автоматический режим работы терморегулятора. Вот нажимаю кнопку и переключаемся в ручной режим. Об этом говорит значок ладони на дисплее. В этом режиме регулятор поддерживает долгое время заданную температуру. Тут отображается температура в помещении, а тут отображается заданная температура. Ее мы можем поднять с помощью этих клавиш, можем опустить. Также я могу это сделать дистанционно. Вот я поднимаю температуру из приложения, и вот я ее опускаю. Если температура датчика выше, чем заданная температура, то обогрев не включается. Давайте поднимем температуру. Вот я сделал заданную температуру 33 градуса. И как видите, у нас включился значок обогрева. Вот уменьшаем температуру. И значок выключился. Теплые полы отключены. В терморегуляторе есть защита от детей. Вот мы удерживаем вместе плюс и минус. И у нас загорелся замочек. Теперь терморегулятор не реагирует на нажатие клавиш. Вот опять удерживаем плюс и минус. И у нас замочек пропадает. Также я блокировку могу включить из приложения. Вот я заблокировал клавиатуру. Вот я снял блокировку. Подробнее о работе приложения я расскажу позже. Включить, выключить терморегулятор можно этой кнопкой. Вот мы выключили. Включили. Прежде чем включить программный режим, нужно настроить часы. Для этого нажимаем кнопку «Часы». У нас замигали часы. С помощью клавиш плюс-минус мы можем подстроить значения. Еще раз нажимаем, мы можем подстроить минуты. И можем настроить дни недели. Нажимаем еще раз, и настройка закончена. Если терморегулятор подключен к интернету, то часы настраиваются автоматически, как в моем случае. Для перехода в программный режим нажимаем эту кнопку. У нас тут высвечиваются часики. При этом день делится на промежутки, и снизу отображаются значки, символизирующие, в каком интервале находится данный терморегулятор. Для каждого промежутка свои настройки. Справа отображается температура, которая поддерживается в данный промежуток времени. Терморегулятор регулирует температуру в режиме недельного цикла. По умолчанию стоит режим 5+2, то есть отдельно настраивается 5 будних дней и 2 выходных. Можно установить 6+1 и 7+0. Об этом поговорим позже. В будние дни настраивается 6 временных промежутков со своими настройками температуры, а в выходные 2 временных промежутка. При этом снизу отображаются значки, символизирующие, в каком интервале находится данный терморегулятор. Тут пример настройки терморегулятора в автоматическом режиме. Вот настройки для буднего дня. 1. Пробуждение. 2. Уход на работу. 3. Приход на обед. 4. Уход с обеда на работу. 5. Приход с работы. 6. Ночной сон. Для выходных всего 2 режима – день и ночь. Время начала промежутка и поддерживаемую температуру следует настроить под свои нужды. Для этого выключаем терморегулятор и длительно удерживаем кнопку переключения режимов
и часики. И мы вошли в режим настройки. Вот мы для рабочего дня, для первого промежутка настраиваем часы, переключаем, настраиваем минуты, переключаем, настраиваем температуру, переключаем, потом настраиваем второй промежуток, третий, четвертый, пятый, шестой. Далее настраиваем выходные дни. Начало дня, вот у нас настроено 8:00. И второй промежуток, уход на сон, у нас настроено 23:00. Мы также можем поменять. Вот допустим на 10 часов. Выставляем ночную температуру 15 градусов. Ждем 10 секунд и настройки сохраняются. Или мы можем выключить и включить терморегулятор. Если у нас работает автоматический режим, но нам нужна другая температура, то мы можем ее подрегулировать. Вот мы поднимаем температуру и опускаем. Это режим комфорта. Как видите, он отображается на дисплее ладонью и часиками. Настроенное значение температуры будет действовать до начала следующего временного промежутка программы терморегулятора. Далее терморегулятор перейдет в автоматический режим. Чтобы получить больше возможностей от терморегулятора, то нужно перейти в режим «Расширенные настройки». Для этого выключаем терморегулятор, а потом одновременно удерживаем кнопку «Режим» и минус. Вот мы перешли к расширенным настройкам. Первым пунктом мы можем подрегулировать показания датчика температуры, если это необходимо. Нажимаем, выбираем датчик. По умолчанию стоит встроенный датчик. Вот мы и переключили на внешний датчик. Мы можем включить оба датчика сразу. Для работы с теплым полом я рекомендую включать внешний датчик. Off. Нажимаем. Следующий пункт – защита от перегрева. Настраивается от 5 до 60 градусов. Оставляю установку по умолчанию 60 градусов. Следующий пункт – гистерезис. Оставляю 1 градус. Далее защита от замерзания. Терморегулятор автоматически включится, если температура упадет ниже установленного нижнего предела. А затем терморегулятор будет поддерживать эту температуру. Далее переключение количества рабочих и выходных дней. По умолчанию 5 рабочих и 2 выходных. Можно установить 6 рабочих, 1 выходной, 7 рабочих, 0 выходных. Если включим режим OFF, программный режим отключается. Далее максимальная температура. Ее можно отрегулировать от 30 до 90 градусов, если это необходимо. Я предпочитаю оставить 40 градусов, настройку по умолчанию. Далее минимальная температура регулируется от 5 до 20 градусов. Ставлю 5 градусов. Далее выставляем мощность нагрузки. 1 это до 1,5 кВт, 2 до 2,5 кВт, 3 до 3,5 кВт. Оставляю до 1,5 кВт. Следующее это сброс на заводские настройки. Для этого нужно удерживать клавишу плюс 5 секунд, но я этого делать не буду. Далее настройки переключаются по кругу. Выключаем и включаем терморегулятор и переходим в рабочий режим. А теперь давайте посмотрим, как подключить терморегулятор к интернету. Для начала находим и скачиваем приложение умного дома. Производитель рекомендует использовать Smart Life, Tuya Smart и Яндекс Умный дом. Но подойдут и другие приложения, которые работают с умным домом по системе Tuya Smart. Я себе установил Tuya Home. Также я подключал данный терморегулятор к приложению Minimir Home. Если вы уже пользуетесь умным домом, то возможно вы сможете этот терморегулятор к нему подключить.
Установка достаточно проста. Находим Google Play приложение и в нем регистрируемся. У меня уже приложение Tuya Home установлено, поэтому нажимаю «Открыть». У вас будет «Установить». После регистрации у вас откроется подобная страничка. Чтобы подключить терморегулятор к умному дому, включаем на телефоне Wi-Fi и Bluetooth, выключаем терморегулятор и нажимаем одновременно плюс и минус. У нас зажигаются все элементы экрана. Теперь мы выключаем терморегулятор и включаем заново. И как видите, у нас мигает значок Wi-Fi. Теперь нажимаем плюсик «Добавить устройство». И как видите, у нас приложение автоматически обнаружило терморегулятор. Если у вас автоматически терморегулятор не обнаружен, то нажимаем «Другое» и нажимаем «Другое Wi-Fi». Заполняем данные Wi-Fi сети, в котором будет работать терморегулятор. Далее подтверждаем, что индикатор у нас мигает, и нажимаем «Вперед». И как видите, у нас терморегулятор устанавливается. Терморегулятор установлен. Нажимаем «Завершено». И у меня сразу включилась страница управления терморегулятором. Теперь Bluetooth можно отключить, и вы сможете в этом приложении управлять настройками терморегулятора с любой точки мира. Главное, чтобы у вас и терморегулятора был подключен интернет. А теперь давайте поуправляем терморегулятором дистанционно. Сверху можно заменить название на более удобное. Я оставляю терморегулятор. Дальше указывается, что терморегулятор работает в ручном режиме. Это можно поменять, нажав кнопку «Режим». Вот нажали и выбрали автоматический режим. И это сразу отобразилось на терморегуляторе. Выходим. Ниже мы можем установить принудительно температуру на терморегуляторе кнопками плюс-минус. Вот мы поднимаем, опускаем. Ниже мы можем выключить режим антизамерзания. Включаем обратно. Здесь мы можем включить блокировку клавиш. Включили, выключили. Все это отобразилось на индикаторах терморегулятора. Этой кнопкой можно выключить терморегулятор, включить. Кнопку «Режим» мы уже разбирали. Нажимаем «Setting». Тут мы можем в удобном формате отрегулировать настройки терморегулятора. Также мы можем здесь выбрать, какой датчик у нас будет подключен. Выбираем выносной датчик. И здесь в удобном формате мы можем выбрать, в каком автоматическом режиме у нас будет работать терморегулятор. Или вообще автоматический режим выключить. Включаем 5 рабочих и 2 выходных дня. Здесь мы можем в более удобном формате отрегулировать промежутки времени и температура как в рабочие дни, так и выходные дни. Вот пример. Берем и регулируем. Терморегулятором можно управлять голосом. Для этого нужно установить приложение «Умный дом» с Алисой и к нему подключить наше приложение. У меня дом с Алисой уже установлен. Давайте обновим его. У меня кроме терморегулятора установлены и другие устройства. Вот наш терморегулятор. Как видите, можно вручную через это приложение управлять терморегулятором. Вот я выключил его, включил. Могу регулировать температуру. И еще важно то, что я терморегулятор привязал к коридору. Слово «коридор» можно использовать для управления терморегулятором. Чтобы управлять голосом, надо нажать иконку Алисы. Привет, Алиса. Привет. Как я могу помочь вам сегодня? Алиса, увеличь температуру до 30 градусов. Меняю температуру. Опять нажимаем. Алиса, увеличь температуру до 35 градусов.
Делаю. Как видите, температура на терморегуляторе поднялась до 35 градусов и включился обогрев. Алиса, выключи терморегулятор в коридоре. Окей, выключаем. Как видите, терморегулятор выключен. Опять нажимаем. Алиса, включи обогрев коридора. Устройство сообщает мне, что оно этого не умеет. Алиса, включи терморегулятор. Включаю. Как видите, Алиса включила терморегулятор. Все работает, но есть неудобства. Нужно каждый раз перед вводом команды нажимать значок Алисы. Для большего удобства нужно подключить колонку с Алисой. Иногда Алиса не понимает твои команды, ее нужно немного доучить. Делаем выводы. Стоит отметить универсальность и многофункциональность данного терморегулятора от TEOC. Можно вначале его установить как обычный программируемый терморегулятор, позже подключить его к приложению на смартфоне и управлять им дистанционно. Следующим шагом можно его внедрить в систему умного дома. При небольших ремонтах удобно то, что данный дисплей съемный. Не нужно снимать терморегулятор целиком. Он имеет довольно красивый дизайн и впишется практически в любой интерьер. Но стоит учитывать, что под этот терморегулятор нужно ставить отдельный подрозетник. Данный терморегулятор полезен, когда твой график жизни укладывается в недельный режим. И данный график почти не меняется. При смене графика или включаешь терморегулятор в ручной режим, или его перепрограммируешь. Причем перепрограммировать или управлять им можно дистанционно. В следующих видео я буду рассматривать и другие приборы автоматики для умного дома и не только. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы эти видео не пропустить. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. Свои вопросы и свой опыт работы с подобными терморегуляторами пишите в комментариях. До встречи в новых и старых видео.